Опа! Всем привет! Меня зовут Маша Денисенко, вы на моем канале Тра-ля-ля. Сегодня я хотела с вами поговорить о своей последней картине, которую я сделала. Это картина в стиле ретро-минимализма. Картина называется «Книжный магазин». Когда изначально я делала картину, у меня стояло несколько задач перед ней. Во-первых, она должна быть в стиле минимализма, в ней должна быть какая-то повторяемость, чтобы она хорошо смотрелась в интерьере, и она должна была бы как-то иметь маркеры определенные, которые бы говорили о том, что это ретро. То есть, когда мы говорим ретро, у нас в голове возникают какие-то образы. Например, когда я сама себе говорю про ретро, я понимаю, что у меня сразу возникает в голове образ черно-белого кино, образ голливудского гламура, ножки, причесочки, мужчины со шляпами, да, девочки в чулочках, прическа вот волной залаченная. То есть для меня это определенный маркер ретро. В этой картине я использовала всего лишь 3 цвета: оранжевый, черный и белый. Для меня это одна из самых удачных палитр, которые я использую для своих картин. Она мне нравится за счет того, что все эти цвета между собой не конфликтуют, они не находятся в оппозиции. Поэтому, когда мы смотрим на картину, на любой ее уголок, у нас не возникает определенного светофора в глазах. Когда я выбирала сюжетную линию, о чем вообще рисовать, я опиралась на свои собственные эмоции, на то, что я люблю. Мне очень близок сюжет любой, связанный с книгами. Я люблю книги. Книги в нашей семье всегда были в почете. Я предпочитаю что-то легкое, бульварные романы, сказки. Наверное, по мне видно, что я люблю именно эти произведения. И поэтому мне как раз близки любовные линии сюжетов не только в книгах. Я люблю картины, где есть романтика. Если говорить о технической стороне картины, то, как и другие мои картины, из бумаги. Но эта картина, я вот ее включу, и, может быть, здесь на экране будет даже видно, не знаю, как фокус настроен. Детали были настолько тонкие, и я не была уверена в успехе своей задумки, поэтому я была вынуждена делать тестовую резку. Все линии были прорезаны, они очень тонкие, но тем не менее плоттер осилил эту работу, но ее не испортил. Все, что есть у плоттера, это точки. Он ведет нож от точки к точке, которая указана у него в программе. И плоттер работает именно по этому принципу. Есть точка, есть еще одна точка, есть еще одна точка, и путь, проложенный между этими точками, является как раз путем реза. Вот эта картина, ее отличительная особенность как раз в том, что она одна из очень тонких работ, для создания которых потребовались очень тонкие детали. Первые картины, которые я делала и от чего я ухожу максимально, это большое количество бумаги, используемой в картинах. Мне ее не жалко, нет, это не подумайте. Мне не нравится объем, который создает бумага, которая выходит как бутерброд. Минимализм так минимализм. Минимализм не только в сюжете, но минимализм и в исполнении. Поэтому эта картина знаковая тем, что здесь очень много тонких деталей. Так много деталей я еще ни в одной картине не использовала. Еще мне очень хотелось вам показать один момент. Вот, например, если взять обрезки, я же все цвета режу по отдельности, то есть, например, все детали оранжевого цвета. Вот они у меня уложились вот в такую полосочку, в такую канву. Если мы возьмем черную, то так прикольно получается, как будто самостоятельная картина, как будто целый сюжет. В картине Beach Life, пляжная жизнь, черный слой, он действительно как будто бы самостоятельный. Сама мысль о том, что из одной картины можно получить 2,
она меня никак не может покинуть. Практически уходим от бумажных отходов, с одной стороны, и получаем просто максимальный КПД из возможного с другой стороны. Безумная идея, она у меня в голове пока лежит, но я реализовывать ее, честно говоря, не начинала, но я про это думаю, вдруг. Эта картина с книжным сюжетом всегда будет хорошо смотреться рядом с книгами. Микрокосмос всегда отражает макрокосмос, то есть если у вас в сюжете есть какая-то, например, еда, то априори это будет хорошо смотреться в кухне, потому что у нас есть определенный маркер в голове эмоциональный, с одной стороны, и с другой стороны очень органично между собой смотрится любая вещь в ее живом проявлении, которая отражается в искусстве. Но даже если у нас нет книг, за счет своего минимализма, за счет своей цветовой гаммы и за счет своей рамки, что немаловажно, эта картина будет хорошо смотреться вообще в любой комнате. Я рисую картину не для того, чтобы ее просто нарисовать, она еще должна обладать определенными свойствами полезности. Она должна служить интерьеру, не выбиваться из него и, наоборот, создавать определенное настроение. Я очень надеюсь, что вам понравится картина, вам понравится стиль, и вам захочется посмотреть, что же я буду резать дальше. Так что спасибо вам большое. Увидимся на следующей неделе. Пока-пока.